Друзья, всем привет! У меня проходит большой полив, первый в этом году. И такая большая ревизия. Каждую орхидею осматриваю, провожу терапевтический осмотр, орхидейный такой терапевтический осмотр. И в первом видео на нашем канале этого года я хотел показать некоторые орхидеечки, которые которые просто новинки в цветении на нашем канале, ну и просто интересные орхидейки. И, кстати, открылась третья из легатообразных орхидей на нашем канале, третья из нескольких. И вот в сравнении с легато я тоже покажу. Ну и плюс покажу, друзья, еще хочу показать орхидеи, которые в первом своем цветении на нашем канале, будучи подросточками, зацвели. В общем, у нас только-только на канале начинается буйство красок. Те, кто не первый год смотрит наш канал, те знают, что у нас в декабре только-только начинается цветение, и пик этого цветения приходится скорее на февраль, март, апрель, когда за моей спиной, когда я снимаю видео, огромное буйство красок и разнообразие цветущих орхидей. В общем, друзья, сегодня в видео будет очень много интересного и много интересных орхидей. Так, ну и сразу первым делом, друзья, я хочу начать обзор сегодняшних красоток, новинок нашего канала, да. Это вот расцвела у нас орхидея. Одна из нескольких легатообразных. Я недавно, несколько дней назад, наверное, показывал видео на нашем канале, где показывал в сравнении легатообразные орхидеи и показывал розетту, показывал спаркс, показывал саму вот легатушку. И вот у нас, друзья, посмотрите, расцвела вот такая вот красотка. Видите, как бы вам ее показать покрупнее. Это, друзья, просеко. Орхидея просеко. Она вот с орхидеей легато. Вот она, стандартная легато. Видите, вот стандартная легато. А вот просеко. Она, наверное, одна из наиболее похожих орхидей. Но вот единственное, наверное, отличие от легато, то, что у просеко нету крапушек вот этих вот, которых я показывал в сравнительном видео про легатообразные орхидеи. Ссылку в верхнем правом углу я оставлю. Вот здесь вот можно будет посмотреть то видео сравнительное. И вот наконец-таки можно посмотреть и на саму просеку. Она когда распустится, да и вообще когда вот эти все легатообразные орхидеи, спаркс, розетта, побольше распустится орхидея легато. Вот у нее такой вот цветонос. И просеко я, конечно же, их поближе, получше покажу в полном их цветении. Ну вот сегодня хочу показать, как цветут новиночки. Одной из новинок у нас вот такой вот биглип, тоже таких вот интересных окрасов, близких к легато, да, вот такой красавчик. Но он у нас на канале не один, а есть еще один такой же солнечный малыш. Вот он, смотрите, вот такой вот. Вот он, видите, с веснушками в середине. Смотрите, какая красота. Есть, значит, старичок, биглип, который цветет уже несколько месяцев. И вот он уже заканчивает свое цветение. И посмотрите, он насколько выцвел. А когда только-только раскрывается этот биглип, вот они два. Этот давно цветет, а этот вот только-только из подростка раскрылся. Покупал я его в размере 2,5. Вот этого малыша. И вот он только раскрылся. И вот можно сравнить, какой он в цвете, этот биглип, когда только начинает цвести, и какой в цвете, когда уже заканчивает свое цветение. Но цветет он, наверное, вот этот вот биглип
Ну, не дадут мне соврать мои питомцы, наверное, месяцев 5 он цветет, вот этот вот красавчик. Он с лета прошлого года, с конца лета прошлого года. А этот вот только что раскрылся, красавчик. Еще хочу показать вам два белоснежных биглипа, похожих друг на друга, но названия у них разные. Это вот Honeymoon, медовая луна, посмотрите, какой красавчик. И есть Манта Миндоро, по-моему, да, орхидея Манта Миндоро. Вот она, да, Манта Миндоро. Они вроде бы одинаковые вот с тем биглипом, но окрас сиреневых губ, вот таких вот нежно-сиреневых, и форма язычков разная. У Манта Миндоро язычок расправленный такой, а у медовой луны он такой, видите, как бы кулечком завернут. То есть, ну, в общем, короче, они отличаются вот этими вот веснушками еще. Вот этими лиловыми веснушками. Что еще у нас? Это Зинг. В общем, это у нас чармер. Один из чармеров, новых чармеров. Чтобы сравнить с классическим, я сейчас возьму классического окраса чармер. Он у меня вот здесь вот. Сейчас я вам покажу его. Вот он. Его мы разыграли у нас на канале. Сейчас у меня здесь полнейший кавардак. Вон, смотрите, только-только цветоносы начинают раскрываться. Все в цветоносах, орхидеечки. Еще какие-то не сливал воду. Стоят, ждут со вчерашнего дня. Вот, кстати, орхидея, вам известная бабочка Майя, друзья, супер Майя. Только-только начинает раскрывать свои цветочки. В общем, букет будет роскошный. Вот. Просили показать, когда зацветет вот эта орхидея. Но я сейчас, друзья, ее достану, вам отдельно покажу. Вот, сперва покажу чармер классический. И это я вчера ему цветонос задрал к палочке. Да, вот смотрите. Новый чармер сверху и классический чармер в окрасе. Посмотрите, какие они обалденные. В купе они смотрятся просто роскошные. Ну, вот этот чармер мы разыграли у нас на канале. А этот я пока оставил себе, друзья, потому что пока я не вижу его в продажах, так, чтобы он был распространенный. Поэтому пока он у меня побудет. Как только пойдет в продажу в большинстве своем, то тогда и его тоже я разыграю. Потому что стандартный, обычный чармер сейчас в продаже предостаточно. Еще хотел показать вам орхидею. Значит, я рад, что расцвела после магазинного цветения орхидея бабочка Клеопатра, друзья. Да, вот она вот такая вот Клеопатрушка, посмотрите, бабочка Клеопатра. Она на старом цветоносе раскуклила одну почку и вот выдала в подтверждение, что она все-таки будет бабочкой, вот, два таких цветочка. Вот. Кстати, она очень чем-то, так знаете, похожа тоже на чармер, да, смотрите. Вот если их сравнить, два, они очень-очень интересные. Так, что еще? Пинев. Пинев мне очень нравится. Он такой, друзья, сочный. Просто красавчик. Это на старом цветоносе тоже раскуклил почку одну и раскрывает вот такие вот бутончики. Смотрите, у него рельефные какие. Вот знаете, когда смотришь на картинки, вот у других на видео, ну пинев и пинев. А вот если посмотреть на него вблизи, при хорошей съемке качества, посмотрите, какой обалденный. Кстати, еще хочу сказать, что в комнате у меня здесь такой ароматище стоит. А вот пинефа новый молодой цветонос он тянет.
хочу сравнить его, друзья, с фантомом. Вот у меня тут фантомчик рядом. По окрасам, какие они, смотрите, они прям друг друга дополняют. Фантом и Пинев. И вы знаете, я, кажется, хочу оставить один фантом себе. Мамашу мы разыграли в новогоднем розыгрыше 31 декабря. А вот оставили малыша. Вот. Малыш, возможно, я малыша пока оставлю, вот, потому что полюбуюсь. А чуть позже мы его весной, может быть, и разыграем. Ну, посмотрим, посмотрим. Напишите, друзья, в комментариях. Так, что еще из интересного? Что еще? Сейчас я вам покажу. Покажу, друзьья, буду показывать по одной орхидеечке интересные, а вы будете любоваться. Так, друзья, это, значит, две орхидеи. Слева орхидея, вот она. Это, друзья, ароматная, просто сногсшибательная орхидея Будда, бронзовый Будда. Вот такой вот он красавчик. А вот здесь вот справа это орхидея «Не подвел». Я в прошлом году ругался на него, купил из частной коллекции. Это, друзья, Лека Будда, бабочка. Посмотрите. В прошлом году он мне выдал, значит, половину цветов с односторонней бабочкой. Ну, то есть один цветок, с одной стороны лепесток с защипом, а с другой стороны без защипа. И я уже такой расстроенный был, вот, все думал, ну вот, прогадал с покупкой. А в этом году он, посмотрите, он все 3 цветочка выдал, мы его пересаживали, потому что он с магазинной, ну не с магазинной, а из частной коллекции был, усыхал в посадке, в той, которой был у предыдущего хозяина. Мы его пересадили вот сюда, в стакан мерный, посмотрите. И он, как он ожил, нарастил корневую систему и порадовал вот таким вот ароматным цветением, друзья. Ароматный. Лека Будда очень ароматный, а бронзовый, ну, бронзовый Будда, он еще ароматней. То есть самый вкусный, приятный на мой, друзья, вкус, это аромат бронзового Будды. Так, сейчас я их вот так вот еще бронзового Будду вам покажу, чтобы они не болтыхались. Вот, посмотрите, какая прелесть. Посмотрите, какой обалденный бронзовый Будда. Ух. Вот. У него тут старый цветонос, это новый цветонос лезет. 2 новых и почечку на старых цветоносах раскуклил. Вот. В прошлом цветении у него было 3 цветоноса, а в этом цветении вот он 2 цветоноса выдал, 1 и 2. Но еще только-только раскрываются. В общем, друзья, я не разочарован Лека Буддой. Вот он, бабочка. Так, а это вот еще одни орхидеи. Орхидея рекордсменка. Это, друзья, орхидея Тинг-Шинг Baby Smile, мамаша с деткой. Те, кто смотрит наш канал, те помнят историю. Значит, купил эту орхидею из частной коллекции. Бабочка вот такая, посмотрите. Из частной коллекции в 2020 году. И вот в 21-м, да, в 21-м, или нет? Да, в 21-м, в прошлом году. И вот мы эту орхидею в 21 году, вот вверху это предыдущая хозяйка пересаживала 5.09, по-моему, там 18 года. И мы в 21 году ее пересадили и разделили. У нас есть видео, как правильно омолодить орхидею. И вот эту мы Тинг-Шинг Baby, макушку ей срезаем, пересаживаем вот в эту посадку. А пенек, друзья, оставшийся, вот он пенек, припудренный, вот он, корицей, оставляем, сажаем вот в такой горшок. И буквально через пару недель нам этот пенек выдает вот такую детку. И детка это вот наконец-то первое цветение.
прошел год, да, то есть с апреля 21, ну, даже больше года, сейчас будет 1,5 года прошло, чуть больше, да, детка у нас выдала вот такой вот цветоносик. Это первое цветение Baby Смайла. Смотрите, какая красота, какая красота. Вот знаете, при вот освещении под лампами орхидеи выглядят по одному цвету, да, один у них цвет. А вот когда я просто сейчас включил дневной цвет, вот даже пинев, он выглядит совсем по-другому. Смотрите, какие четкие окрасы, сочные, контрастные. Вот. И вот этот тоже Baby Smile. Смотрите, какой красавчик. Я просто балдю от него. Вот. Просто я тащусь. Какая прелесть. Так, друзья, а вот посмотрите, какие красавчики. Так, ну что, угадайте, что это за орхидеи? Это разные орхидеи, это не одна орхидея. Значит, ладно, томить не буду. Вот это вот орхидея, это Леко Сфинкс. Орхидею купил сразу после Нового года, год назад, в начале 22 года, прям зимой. Купил, немножко залитая была орхидея, но вот не стал ничего ее пересаживать, оставил ее в магазинной посадке адаптироваться. Ну, единственное, что обложили мы ее салфетками, чтобы воду выгнать лишнюю, и вот оставил ее. Сейчас она нарастила кучу корней, вон кучу корней в магазинной посадке. Вот она у меня на мокрых пяточках находится, и вот она зацвела в первом домашнем цветении. Вот она, в первом домашнем цветении после магазина. А рядом это Big Bang, друзья. Да, где она, бирка? Вот она, название. Big Bang. И это его первое цветение. Покупал этот Big Bang в размере 1,7. Потом пересаживал его вот в такой вот горшочек. И вот Big Bang выдал вот такой вот, друзья, кожаный. Первый свой кожаный, кожей обрамленный. Смотрите, такой цветок. Очень похожи они, да. Леко Сфинкс. Орхидея Леко Сфинкс. Тоже вот такой вот он фактурный по периметру. И Big Bang. Посмотрите, какая красота. А если сюда добавить еще третий цветок, сейчас я вам его покажу. Вот, если сюда добавить третий цветок, то это вообще будет отрыв. Отрыв мозга, смотрите. Вау, 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 вау. Тоже такой же, друзья. Фактурный по периметру. Смотрите, какая красота. Обалденный. Он просто обалденный. Это, друзья, у нас... Где он у нас? Бирочка, чтобы не быть голословным. Это у нас Микки Кроун. Вон там название у него. Микки Кроун 16. Так называется. И вот так посмотрите, как они, тройниши эти, смотрятся. Вот, вот вроде бы одни и те же цвета. Гамма, да, цветовая. Но смотрите, какие окрасы. Просто бесподобнейшие. Так, вот Big Bang вот сюда в кучку. Вот, чтобы было для сравнения. О, вот так. Смотрите, какая прелесть. Прям хоть на постер фотографии делай, да? И на постер. Вообще. Вау. Любуйтесь, друзья. Вот такое вам эстетическое наслаждение, орхидейное эстетическое наслаждение решил показать первым видео на нашем канале в этом году. Так, идем дальше. Так, а это вот шиллериана, друзья. Вот такая вот пятнистая, с пятнистыми листьями. Интересный, видите, какой окрас. Да, мась. Маська там подобрала цветочек, где-то отпал. Вот. Так, вот она цветет вот так вот, смотрите, шиллериана. Вот такие вот нежные, принежные, сиреневые цветочки. И посмотрите, как она со змеиной кожей
смотрится. Орхидея змеиная кожа. Green World. Вот такой вот красавчик. Очень интересно. Тоже, знаете, такая фактурная поверхность у цветочков змеиной кожи. Очень шикарно смотрится. Так, ну вот, не мог не отметить начало цветения дикого кота. Он бабочковый, но у него, значит, защипы на нижних лепестках. Вот, если, ну, видно, на нижних лепестках, вот они, видите, такие там сборочки. В общем, вот такой вот кот, начало его цветения. Тоже такой вот красавчик. Значит, раскуклил. Нет, старый цветонос я обрезал. Он выдал такой новый цветонос и разветвляет его. Вот он, видите, разветвляет. И на фоне вот этого фисташкового биглипа он очень-очень, я бы так сказал, роскошно выглядит. Вот. Биглип, друзья, тоже был тестовый сорт. Пересаживали его мы вместе в такую посадочку. Ну вот тоже готовится к полному распуску. Еще вот такие вот у него бутончики. Но вдвоем они, на пару, они очень шикарно выглядят. Смотрите, какие красотуны. Просто роскошные, обалденные красотки. Так, друзья, а это порадовала, друзья, меня орхидея, которая в позапрошлом году, значит, погибла. Да, когда уезжал я, не помню, по-моему, в Крым на отдых. И по приезду обнаружил, что эта орхидея полностью развалилась. И остался от этой орхидеи один пенек. И вот этот пенек начал спасать. И вот из этого пенька появилась у нас детка. Дасти Бель бабочка, друзья. Это бабочка Дасти Бель. И вот наконец-таки этот Дасти Бель, бабочка, детка, расцвела. Посмотрите, какая красотка. Рядышком с ней другая бабочка. Это бабочка тоже парфюмерная фабрика. Вот с такими пятнистыми листьями. Это, друзья, Orange. Вот они, обе парфюмерные фабрики. Посмотрите, две бабочки Dusty Bell и бабочка Orange, парфюмерные фабрики. Вот, кстати, детка Dusty Bell не так выражены, то есть практически незаметно пятнистости на листьях орхидеи. А вот есть у меня, сейчас достану вам просто Dusty Bell, друзья. Вот она. Dusty Bell. Обыкновенная, не бабочка. Вот она. Для сравнения вам. Смотрите, у обычной листья вот такие вот пятнистые. Она у нас уже 3 года, друзья, растет. 4 в неорганическом грунте. Вот, посмотрите для сравнения. Обычная Dusty Bell и бабочка Dusty Bell. Просто красотки, да? Тоже очень-очень ароматные, друзья. Так, друзья, а это для сравнения парфюмерная фабрика, которую мы в новогодний розыгрыш разыграли. Кстати, мы выбрали 14 номеров, среди которых 14 орхидей к Рождеству разыграем, распределим. И вот в сравнении, друзья, вот это Dusty Bell, вот она, и вот другая парфюмерная фабрика, которую мы разыграли, тоже ароматная, Просто, друзья, фиксирую, что орхидеечка, которая достанется кому-то, она вот уже вот так вот под номером 175 она вот так цветет. Так, друзья, ну и в заключение на сегодня хочу показать
начало распуска полубабочки, полупилора орхидеи легата, друзья, да. Это орхидея легата. В прошлом году она цвела, один цветонос был у нее пилор, второй цветонос был у нее бабочка, то есть вот два цветоноса у нее в этом году. Я ее называю пилора бабочкой, орхидея пилора бабочка. Она вот такая вот интересная на фоне других легат. Очень-очень интересно будет смотреться. Ну, пока она готовится к полному распуску, я пока вам только начало ее зафиксирую. В общем, друзья, вот такие красотки. Это лишь только малая часть интересных орхидей, которые я хотел сегодня показать. По мере распуска и цветения, ну, буду вам показывать больше и интересней. В общем, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья. До встречи в следующем видео. Всем пока.